Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте кнопку колокольчик, нажимайте кнопку «Поделиться». Обязательно по хорошей нашей традиции пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым, всем своим мужчинам, женщинам по электронной почте. Завтра люди посмотрят, ваши знакомые, наше видео и скажут, что они интересного и познавательного узнали в сегодняшнем видео. Тема сегодняшнего видео – почему мечты так заманчивы, но почему они редко превращаются в реальные действия. В интернете есть очень много различной информации о том, почему мечты не сбываются. В колесе жизненного баланса Long Swim мы это рассмотрим через ваше состояние. Те, кто о колесе жизненного баланса сейчас узнают первый раз, я в двух словах постараюсь объяснить, что это такое. Колесо жизненного баланса Long Swim представляет собой круг, на который разделен на 8 частей. И основная миссия колеса жизненного баланса Long Swim – это стремление к профессиональному и личному долголетию. Исходя из миссии колеса жизненного баланса, мы в каждой сфере ставим свои планы, что нужно лично вам, что для вас интересно, что для вас познавательно. Поэтому, если вы будете сравнивать колесо жизненного баланса своих ближайших людей, или даже вы просто сравните свое колесо жизненного баланса с колесом жизненного баланса своего любимого человека, вы заметите, что вы можете ставить совершенно различные противоположные планы в своем колесе жизненного баланса, но при этом умудряетесь делать какие-то совместные вещи. Теперь кратко расскажу о состояниях. В колесе жизненного баланса Long Swim мы состояние оцениваем по 10-бальной шкале, где 0 – это самое худшее состояние, хуже не бывает, 10 – это самое лучшее состояние, лучше не бывает. Методика определение своего жизненного состояния описано в видео «Как заполнить колесо жизненного баланса». И есть еще отдельно очень познавательная и насыщенная информация в видео «Как анализировать колесо жизненного баланса». Очень важно в один день диагностировать свое колесо жизненного баланса и на следующий день только анализировать. Это убережет вас от сильного эмоционального вовлечения и даст вам дополнительную информацию, которая в первый день для вас была несущественна, но на второй день по результатам анализа она дает вам возможность сконцентрироваться на ваших сильных сторонах, на ваших хороших навыках, умения, экспертизе, то есть все, что вы можете использовать для достижения собственных целей. Состояние 4-8 – это состояние, когда вы больше нацелены на то, чтобы сконцентрироваться на реализации своих поставленных уже планов. Люди в состоянии 4-8, они могут четко или не совсем четко, скорее всего, они ответят на вопрос, чего они хотят в каждой сфере, чего они хотят от окружающих, чего они хотят в ближайшее время, какие их долгосрочные планы и в каких краткосрочных планах они готовы участвовать в качестве друзей и единомышленников, где могут оказать помощь, а где скажут, что в этот момент заняты, пожалуйста, в момент, когда я свободен, я готов тебе оказать совместную помощь. И люди состояния 4-8 – это самые лучшие предсказуемые ваши знакомые. Пожалуйста, берегите этих людей, находите повод побольше провести с ними времени, они вас научат чему-то хорошему. Состояние 0-4 – это состояние очень сильных эмоциональных переживаний. Примерно половина ваших знакомых и друзей находится в состоянии 0,4. Те, кто практикует колесо жизненного баланса, плавно переходят из состояния 0,4 в состояние 4,8. Почему это происходит? Потому что в состоянии 0,4 вы уже понимаете, как можно пользоваться своими эмоциями, как можно через эти эмоции получить второе вдохновение, как выйти из трудной ситуации. Вы понимаете, как не застревать в этих эмоциях, поэтому я назову еще 10 факторов, но хотелось бы услышать вашу обратную связь. Пожалуйста, пишите в комментариях, что интересного, полезного вы узнали в наших видео, в какой период возник этот инсайт, и обязательно не стесняйтесь, пишите свои истории успеха или истории успеха ваших друзей и знакомых.
как состояние влияет на то, что ваши мечты сбываются или превращаются в реальные действия. Для людей состояния 0,4 любое планирование, оно очень мучительно, очень сильно вызывает раздражение, вызывает отторжение, то есть любые эмоции, кроме того, чтобы приступить к планированию. Люди в состоянии 4-8 уже умеют планировать, используют планирование периодически или на регулярной основе. Суть планирования заключается в том, что вы уже к реализации собственных планов привлекаете своих друзей и знакомых, задействуете все возможные или очень дефицитные ресурсы. Для вас это состояние очень увлекательное, то есть вы понимаете, что оказывается, можно отойти от принципа «я сам все это сделаю» или «я сама это все сделаю» и прийти к состоянию, когда вы уже можете задействовать те ресурсы, которые есть в вашем ближайшем окружении. Почему мечты у людей в состоянии 0,4 не сбываются? Потому что людям, которые переполнены эмоциями, им трудно перейти к балансу действия и эмоции. Действия и эмоции, они должны находиться в определенном балансе. То есть вы можете 8 часов залипнуть в каких-то своих эмоциональных переживаниях, но за 2 часа уже приступить к реализации своих планов или каких-то мечтаний. Люди в состоянии 4-8, они понимают, что 8 часов – это чрезвычайно дорогой ресурс, чтобы его, вашего времени, для того, чтобы потратить их на свои переживания, гораздо лучше и гораздо интереснее с точки зрения пользы достижения своих планов или мечты, это время превратить в действие. И здесь вы должны понимать, что для людей состояния 8-10 любая мечта, своя или чужая, она представляет собой интуитивно понятный план реализации этой мечты. Люди в состоянии 8-10 могут вам подсказать, как эту мечту можно реализовать, подсказать вам несколько способов ее достижения, когда вы участвуете, допустим, «я сам» или «я сама». Есть вариант, когда вы находитесь в состоянии 4-8, это можете сделать совместно. Или вы вокруг этой идеи, вашей мечты можете объединить тех людей, просто ваши планы на будущее совпали, и ваша мечта является тоже чьей-то мечтой. Звучит так интересно, но это нужно пробовать. И вот переходим здесь к сфере семья и отношения. Желательно, чтобы у двух любящих людей мечты совпадали. Это можно достигнуть двумя способами. Когда вы искренне понимаете, что ваши планы на будущее, они 100% совпадают, или следующий случай, он более часто встречается, вы можете понять, что реализация мечты вашего любимого человека, любимого мужчины, любимой женщины, она также интересна, также привлекательна, и вы можете эту мечту принять как свою, потому что понимаете, что там противоречий нет, и вы можете принять участие в реализации мечты любимого человека. Будет от этого какое-то негативное влияние, те, кто имеет за плечами несколько браков или несколько вариантов отношений, которые закончились плачевно, они говорят: я участвовала в совместных каких-то действиях, помогала своему любимому человеку чего-то реализовывать. В колесе жизненного баланса Long Swim мы всегда напоминаем, что когда вы с кем-то совместно что-то делаете, не забывайте о балансе своих собственных проектов и не нарушайте в сфере семьи и отношения баланс между дать и взять. Лучше в это отношение вложить ровно столько же, сколько вложил в отношения ваш любимый человек, любимый мужчина, любимая женщина, и тогда вы будете понимать, что все, что вы вложили, а вы вложили, самое главное, собственное время,
оно является для вашим ценным, это, скорее всего, будет укреплять отношения. Как мечты могут укреплять ваши отношения, мы расскажем в следующем видео. А сегодня еще раз подробно рассмотрим параллельную сферу вместе со сферой отношения семья. Это сфера друзья и окружение. В сферу друзья и окружения входят ваши родственники, дети, знакомые, коллеги, все люди, которые вас окружают. Это имеет огромное преимущество, потому что вы в этой сфере можете сконцентрировать все проблемные ситуации, которые вас не устраивают, выстроить свои собственные шаги к тому, чтобы это не оказывало на вас негативного влияния. И почему эти сферы нужно рассматривать одновременно? Потому что ваши мечты, самые сокровенные, самые реальные, они очень плотно касаются этих двух сфер. В сфере отношения и семья мы ищем моральной поддержки от своего любимого человека. В сфере друзья и отношения нам нужна помощь экспертов, нужна помощь единомышленников, моральная поддержка от ваших друзей и знакомых, потому что моральная поддержка дает вам возможность не падать духом, не попадать в состояние эмоционального выгорания. Колесо жизненного баланса Long Swim говорит о том, что для состояния 0,4 ваши мечты имеют большую трудоемкость, то есть вы потратите очень много времени, потому что, скорее всего, вы будете пользоваться принципом «я сам, я сама». А в состоянии 4-8 вы, наверное, упростите какие-то параметры достижения цели с тем, чтобы сконцентрироваться на основных положительных моментах. А в состоянии 8-10 ваш опыт, ваша именно экспертиза, она позволит вам очень легко выбирать кратчайший путь достижения цели. Поэтому в колесе жизненного баланса, чтобы ваши мечты сбывались, нужно длительное время изучать свои состояния, практиковать инструменты повышения своей личной эффективности, а именно инструменты повышения своей личной эффективности, они дают вам возможность переходить очень плавное состояние, допустим, 0,4 в состояние 4,8 и состояние 4,8 в состояние 8,10 вы переходите, когда вы накапливаете именно практические навыки, у вас появляется какой-то большой жизненный опыт, и очень важную роль в переходе из состояния 4,8 в состояние 8,10 играет сфера личностный рост. Именно в этой сфере, когда вы будете практиковать наставничество, у вас разовьется прекрасная способность объединять людей вокруг идеи, делиться вашими знаниями и личным опытом для того, чтобы ваше окружение было для вас достаточно благоприятным, потому что если мы достигли своих планов или приступили к реализации своей мечты, мы уже склонны активно окружать себя доброжелательным, благоприятным окружением. Это касается как друзей и знакомых, так и касается интерьера или экстерьера, то, что нас окружает. В состоянии 8-10 вы уже понимаете, что вложение в эту сферу своего ближайшего окружения, в том числе в окружающее пространство, оно обратно возвращается в виде уже вклада в ваше долголетие, потому что когда вы ежедневно находитесь в какой-то дружелюбной, комфортной, уютной среде, это все способствует долголетию. Если вы находитесь в агрессивной среде, то есть в квартире, в которой вам не нравится ремонт или ее компоновка, надо подождать, набраться сил, изучать все возможности и переехать в тот дом или в ту квартиру, которая вам больше нравится. Плавно подводим итоги сегодняшнего видео. Мы только попытались раскрыть тему, почему мечты так заманчивы, но почему они редко превращаются в реальные действия. Повторю свой ответ. Для состояния 0,4, скорее всего, это утверждение будет правильным. Для состояния 8-10 любые мечты превращаются в реальность, потому что вы умеете для этой мечты объединить усилия других людей, объединить различные ресурсы для достижения этих целей, потому что вы умеете планировать и умеете выдыхать в эту мечту колоссальное количество
энергии, а колоссальное количество энергии идет от проработки сферы яркой жизни. Поэтому необходимый этап перехода из состояния 0,4 в состояние 4,8 – это проработанная сфера яркой жизни. Если вы находитесь в состоянии 0,4, вам нужно проработать баланс, работать, отдыхать. Когда вы переходите в состояние 4,8, вам нужно уже работать над источниками пополнения своей энергии, то есть работать над местами силы. И когда вы уже сами становитесь источником силы, то есть у вас проработана сфера наставничества, вы уже состояние 8-10 не будете выходить продолжительное время. Вы будете делать гораздо больше дел, ваши мечты будут реализованы в ближайшее время, и вы уже будете участвовать в реализации мечтаний, планов сокровенных ваших друзей и окружения. Так устроена наша жизнь. Сначала окружающие помогают вам, потом вы помогаете окружающим. Всем, кто смотрел это видео, пожалуйста, пишите, какие инсайты вы узнали в нашем видео. Если вы с чем-то согласны или согласны, тоже обязательно добавьте в комментариях. Не забывайте это видео пересылать по электронной почте, по социальным сетям. Те, кто автомобилисты, пожалуйста, дайте обратную связь, какие темы вы хотели раскрыть. Ведь вы слушаете это видео, находясь за рулем автомобильным. Поэтому обратная связь от вас для нас является очень полезной. Всем желаю прекрасного настроения, хорошего дня. У вас все получится. Я в вас верю.